Всем привет! Это уже четвертый раз, когда я пытаюсь рассказать о том, что у нас здесь происходит. У нас происходит явление, которое называется Дана, то есть фронты холодного воздуха встречаются с фронтами теплого над Испанией. Происходят такие очень сильные дожди, в результате чего, как вы помните, была затоплена Валенсия, пригород Валенсии, и вот буквально несколько дней назад затопила Малагу. Это, наверное, каждый раз, когда я пытаюсь записать видео, ухожу куда-то в теоретические дебри, вам не очень интересно. Поэтому в этот раз я решил выйти на улицу и начать с обратного. Что делать? Климат меняется, вы знаете, что меняется климат, средняя температура по планете повышается. И это приводит к тому, что явления становятся более экстремальные, погодные явления, более экстремальными. То есть более сильная засуха, как я наблюдал ее в Каталонии на протяжении 2 лет, практически не было дождей. Дожди становятся, как мы наблюдаем все время последние годы в Краснодарском крае, дожди становятся залповыми и смывают все время то Сочи, то Туапсинский район, то еще что-то подтапливает, типа Геленджика или Анапы. То есть все, что мы раньше наблюдали, более растянутое по времени, сейчас по всей планете мы наблюдаем быстрее и жестче, интенсивнее, экстремальнее. Вот примерно то же самое произошло и, если очень коротко, примерно то же самое произошло и в Испании. То есть более горячий воздух с большим количеством влаги пришел на континентальную часть со стороны Средиземного моря. И эксперты, климатологи, которые занимаются наблюдением за морем, говорят о том, что оно сейчас перегрето больше, чем обычно. И, соответственно, этот более горячий, более влажный воздух встретился с холодным фронтом. Соответственно, произошел обычный процесс физической конденсации, потому что обычно еще воздух со стороны Средиземного моря, он богат частичками песка из Африки, точками конденсации. Ну и вот получается, что быстрее образуются грозовые тучи, быстрее, более интенсивно выпадают, потому что есть точка конденсации. И вперед из песни начинаются ливни. Такие вот залповые ливни, как мы их называем. Да, кстати, я Андрей Панюшкин, журналист в Испании. Сейчас я вам буду показывать, а не только рассказывать, поэтому в настоящий момент подпишитесь, поставьте мне лайк авансом за то, что я все-таки решился рассказать вам о изменении климата и стихийных бедствиях в Испании. И напишите комментарий, как мне рассказать вам и о чем еще. Как вы помните, Сочи топит чуть ли не Сочи, Черноморское побережье топит чуть ли не каждый сезон. В Сочи эта проблема особенно ярко сейчас. И я думаю, что это связано в основном с глобальным изменением климата и в меньшей степени с тем, что происходит большая урбанизация. Там, где раньше были леса и гравийные дороги, какие-то частные земельные участки, появились жилищные комплексы, асфальт, бетон, плитка, леса вырубаются, и, соответственно, поверхность, которая могла бы впитывать выпадающие осадки, уменьшается. Одновременно уменьшается площади лесов, а соответственно выпадающая влага быстрее стекает с гор, речь идет о горной местности. И вот, как я обещал, показываю вам. Это не Сочи, но тоже курортный город,
Вот смотрите, плитка, я вас уверяю, что под этой плиткой находится бетон, по-другому испанцы не могут класть. Плитка, там дальше асфальтовая дорога. Вот эта часть, которая ближе к реке, это новый комплекс, он построен, ну, наверное, не больше 20 лет назад. Вот ползет шалакоблок, очень любят испанцы газоблоки. Вот сползает весь этот склон рядом с мостом. Здесь в этом месте уходит. Вот в этом месте тоже уходит. Это все ползет, ползет, ползет. Но заметьте, что по сути все, что выпадает вот здесь вот на склоне, будет стекать вот как раз по этому пандусу. Быстренько будет стекать к реке. Ну, примерно такая же ситуация везде. Перехватывающая ливневка очень маленькая, это перед въездом в жилой комплекс. Ну, я думаю, что она не справится и со средним дождем. Все-таки это низина. Вот это все построено в непосредственной близости от моря. Ну, сейчас давайте я вам покажу, как близко до реки. Раз здесь мост, вы сами понимаете, что это уже низина. И река находится, вот уже камыши и река. То есть вот это все подтопляемая зона. И в подтопляемой зоне построили один жилой комплекс на горе и вот второй комплекс. И тут даже есть бар. Как это возможно, не понимаю. Вот вся речка, спортивный комплекс, бассейн, стадион. Все это в зоне подтопления. Как бы вы ни хотели, но это все зона подтопления. Потому что вот это уже пойма реки. И, ну, собственно, река впереди. Так, теперь смотрим, что происходит по климатическим явлениям. Когда приходит горячий воздух с моря, вот над этими горами, он встречается с холодными воздушными массами, которые приходят с континентальной Испании. И обычно именно над этими горами образуются такие вот облачка. То есть начинается конденсация. Ну вот можете посмотреть. У нас тут относительно такой вот чистое небо. Туда, в сторону Испании, в сторону Мадрида, тучки, тучки, тучки. Потому что там воздух холоднее. Так вот, вот эти горы конкретно, на которые вы смотрите, их высота до 1000 метров, даже чуть больше. Вот это вон вдали. Когда здесь выпадают ливни залповые, то все, что вот выпадает над этими горами, стекает. Видите, там есть даже такая полоса лесов, хорошо увлажняется. И это стекает вниз по склонам достаточно быстро, потому что лесов как таковых вы видите нет. С одной стороны, то, что лесов нет, плохо, потому что стекает быстро. С другой стороны, тут маленькая площадь. То есть, по сути, бассейн вот этой реки, он маленький, стекает мало. И если подтапливает, то не сильно. Что же касается Валенсии, то там была несколько другая ситуация. Там залповые дожди выпали северо-западнее Валенсии на большой площади горного массива, ну такие плоскогорья. И вся эта влага не успела впитаться, потому что объем был большой, больше 200 литров на квадратный метр в час. И пошла вниз по долине реки. По долине реки Турия пошла вниз в сторону Валенсии, собирая на своем пути ветки, палки,
корчи и создавая стихийные запруды, такие вот дамбы, в какой-то степени повторилась история с Крымском. То есть, когда большие объемы воды собирают такой селевый поток, типа селевого потока, собирают все на своем пути, потом это все прорывается, когда масса воды перекрывает возможность плотины держать воду, и все это слетает вниз, как уже большое такое вот, как прорванное водохранилище. Представляете, да? То есть под опорой моста, допустим, собралась вся эта масса, а потом бах, прорвала, пошла вниз. Вот что-то похожее происходило в Крымске, что-то похожее происходило северо-западнее Валенсии. И потом уже как селевой поток, единовременно с большим объемом воды, с большой скоростью, потому что это все-таки горная местность, это все пошло вниз. В Испании, к сожалению, такие ситуации будут повторяться. С одной стороны, мало лесов, склоны безлесые, как вы сзади меня видите. То есть влага очень быстро сходит в долину рек. Большие площади застройки без парков, и все в плитке, в асфальте. То есть, опять же, города не впитывают. Города старые и построены таким образом. Вот сзади меня можете увидеть. Сейчас покажу, чтобы самому видеть. Вот, смотрите. На склоне жилые массивы. Те, кто живут там вверху, у них относительно безопасно, потому что все, что выпадает, быстренько стекает вниз, их не затопит. Но улицы там, скорее всего, построены по принципу просто лучей, сходящихся к низу. И, соответственно, вода разгоняется по этим улицам, по склонам, прилетает вниз к шикарным виллам с большей скоростью, чем могла бы прилетать, если бы улицы были по-другому спроектированы. Это потихонечку все исторически складывается, то есть понятно, что они не сразу там на гору залезли. Люди, в общем-то, склонны всегда лениться, и никто не желает лезть в гору. То есть потихонечку там был какой-то поселок под над горой, и потом они ползли, и вот только, наверное, в 20 веке заползли на самый верх, потому что оттуда красивый вид, а на машине заехать все равно легко, вот, не как на лошади, а пешком тем более не зайдешь. Вот построили там поселки. И все эти улицы асфальтированы, все они без нормальных ливневок. Я здесь мощных перехватывающих ливневок не видел. В чем прелесть того места, где я достаточно случайно оказался? Упс, извините. Вот. Прелесть этого места от Дении до Аликанте в том, что здесь горы находятся близко к морю. То есть все вот эти вот залповые явления, они происходят на небольшой площади. Все, что стекает, вот эти речки все, с десяток километров. До ближайшего водохранилища здесь около 20 километров от берега моря. То есть площадь стока небольшая. И поэтому все, что здесь залпово может приходить к морю, а большинство городов здесь построены вдоль берега моря, потому что климат мягче, потому что курорт, потому что туристы, то есть бизнес. В этом месте такие стихийные явления, как в Валенсии или в Малаге, они меньшего масштаба будут, просто потому что сток меньше. Но в большинстве районов, например, в крупном городе Сарагосе, она находится, этот город, древняя столица, находится практически на уровне русла реки
Эбдо. Это очень крупная река, которая течет почти через всю Испанию, через весь север, северо-восток. И в прошлом году, насколько я помню, Сарагоса уже топила. Именно вот так, как топила в этом году пригороды Валенсии. То есть залповый ливень, все, что по окрестным горам выпало, стекает в низину, а там в низине находится Сарагоса. И ливневки просто не справляются. Ну, то есть в самом городе не справляются. И никакая ливневка не справится, если с площади с 1/4 Испании тебе несется в поток по руслу реки. Вывод. Какой есть вывод? Девушки прикалываются. Нет, они паркуются. Вот. Какой есть вывод? В Испании два противоположных, вернее, не противоположных, а скорее два разных явления. Первое – это опустынивание. То есть меньше лесов, меньше влаги выпадает, более сухой климат. И одновременно вот такие вот залповые экстремальные ливни. Одновременно в Испании люди живут в исторически сложившихся местах. То есть вот как они поселились здесь, в этой рыбацкой деревне, на горе. И потихонечку они с этой горы, кстати, изначально они поселились достаточно разумно. То есть никто не строил дома в пойме реки, вдоль которой я иду. Они поселились на горе, у них церковь на горе на самом высоком месте стоит. Ну, это еще выгодно было с точки зрения защиты от набегов. То есть на вершине все-таки поливать наступающих врагов раскаленным маслом и фекалиями намного легче, чем в низине сражаться. То есть изначально эта деревенька была на горе. Потом росла, превратилась в курорт. Начали выстраивать, вот видите, красивый стадион в, наверное, 20-25 метрах от реки. Кстати, стадион, вот я смотрю, он вполне себе на уровне реки, если что. То есть он ниже, чем дорога, по которой я иду, где-то на 2 метра. Город разрастается, и все эти курорты по побережью, они разрастаются, спускаются вниз, а внизу, соответственно, либо вас подтопит река, вышедшая из берегов, либо, соответственно, сползет с горы что-нибудь, какой-то поток и зальет вас. Либо то, либо другое. Испанцы не будут переселять такие массы людей в безопасные места, не будут строить дома и целые поселения там, где достаточно влаги, достаточно лесов, есть более сбалансированный климат. Все будет исторически складываться, как оно и есть сейчас, пока, наверное, размеры выплат и масштабы бедствия не превысят те затраты, которые могут понести граждане, пока они сами не начнут постепенно переселяться отсюда в другие места. Хотя, представьте себе на месте испанского бюрократа. Вот Валенсию затопило в 57 или 58 году, до этого, еще при Франко. И приняли решение построить большой обводной канал. И построили его, и поэтому он спас в этот раз Валенсию, потому что вся вода пошла по обводному каналу. Но затопило пригороды. И, соответственно, сейчас, если надо будет решать проблему, будут ее решать таким образом, как и раньше. Строить большущие обводные каналы, еще большего объема. Почему? Потому что это выгодно. Это же что? Это бюджетные деньги, которые можно освоить вначале на строительство канала, потом на озеленение старого русла. Никто не подумает о том, что это все равно временное решение. И будет затапливать меньше в этом конкретном месте, вот как в центре Валенсии не затапливает, будет затапливать большее количество пригородов. Я вижу решение в переселении людей
из сухих районов, которые подвергаются подтоплениям, то есть низин, в более высокие места. Но это решение вижу только я. Я не уверен, что в Испании, в принципе, возможны какие-то такие государственные программы, масштабные переселения. Вот, поэтому смиритесь, это будет повторяться, не покупайте жилье в низинах, а покупайте его, пускай не очень удобно, но на горе. По крайней мере, вас не затопит. Ну, кстати, гора может сползти, потому что вот это место, где я сейчас живу, оно еще и сейсмоопасное. Но тут есть другая проблема. Это сейсмоопасный регион. То есть отсюда, примерно от Дении до Малаги как раз, самый сейсмоопасный регион в Испании. И, наверное, землетрясения каких-то катастрофических не стоит ждать. Но потихонечку чуть-чуть подтряхивает наверняка. Небольшие землетрясения, 2, 3, 4 балла. И грунт движется. Вот эти окружные горки, которые вы видите, это глина с камушком, это не скалы какие-то. Достаточно подвижный материал. Плюс тут ливни идут чаще, чем в Каталонии. То есть воды здесь выпадает больше, грунт более подвижный, и все это в сочетании с небольшой тряской приводит к постоянному смещению почвы. У меня есть видео, как я снимал в этом городке муниципальные опорные стены на десятки метров в высоту, которые просто рушатся, и жители домов по миллиону евро не знают, что с этим делать, потому что есть муниципальная стена опорная, которая вот-вот выстрелит на всю свою высоту. Дорога и дом, вилла на участке ниже стоимостью в миллионы евро. Реально миллионы евро. То есть тут спокойно можно за 3, за 4 миллиона домики увидеть. А над ними висит вот такая бомба замедленного действия. Вот такая история с Даной. То есть Дана — это данность, резюмируя, которую в Испании избежать не удастся. Подтопления эти там-сям будут продолжаться. Страна эта гористая. Исторически сложилось, что земельные участки под застройку здесь находятся в низинах в основном. И наиболее крупные города тоже находятся в низинах. Будет продолжаться. Вот так. Извините, получилось не очень весело. Но вы в индивидуальном порядке можете для себя избежать каких бы то ни было последствий, если будете думать головой, если будете покупать жилье повыше и в регионах, где есть леса и, соответственно, нет засухи. Ходить приятно, жить дорого. Всем пока. Подписка и комментарий. Забыл об этом сказать, но сейчас говорю.